Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие следочки. Весенняя модель у меня сегодня такая, полностью связанная спицами. Платочная вязка, лицевые петли. Вверх обвязала лицевой гладью вот такие два рулика по верху. Значит, пряжа для вязания у меня турецкий акрил, картопу флора, 240 метров, 100 граммах. Вы можете вязать любой пряжей, я называю свой метраж. Также мне понадобится спицы номер 2,5, я буду вязать. Ну вот и все. У меня кремовый цвет, желтый и вот немножко зеленого. Можно связать в любом цвете. Вот смотрите, сиреневый у меня. Значит, по размерам. Это у меня большой размер, 39-40, хотя пряжа абсолютно одинаковый метраж. Сегодня я буду вязать на размер, подойдут от 36 до 38. Будем регулировать длину, ну и по ширине на пару петель больше или по пару петель меньше. В процессе вязания я об этом буду говорить, а также все отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Опять же, нужно ориентироваться на толщину пряжи. Вот смотрите, у меня пряжа одинакового метража, но вот сиреневые, они плотнее. Не знаю, и они получились больше, хотя разница всего лишь в 2 ряда и в 2 петли, а на 2 размера больше они вышли. Вот так вот. Перехожу сейчас сразу к вязанию. Сняла с манекена. Вот так выглядит следок. Сейчас я вам сразу в готовом виде его замерю, а потом уже по ходу вязания буду измерять отвязанные детали. В готовом виде, ну вот 23 сантиметра у меня в длину. Пускаем еще на растяжку. Платочная вязка хорошо растягивается. И ширина вот 10 получается. Так, я отрезала, вот сколько здесь у меня, наверное, метра полтора желтого и зеленого цвета для узора. Так, теперь сейчас на спицы сначала... как я буду вязать? Ну, что я еще хотела сказать? Вязание я начну вот с боковых частей, с задней части, от пятки. Провяжу одну боковую часть, потом провяжу вторую боковую часть, соединю их вместе, перейду на мыс, буду сверху вывязывать узор, провяжу до пальчиков, и здесь буду делать убавки на мысок. Вот сделала убавки. Потом я один раз обвязала. Здесь подошву можно изнаночными закрывать петлями. Она лучше выглядит, как по мне. Но я в этой паре в белой закрыла лицевыми. А вот изнаночными петлями закрывала. Получше выглядит. Значит, все. Потом сделала один ряд обвязки, чтобы удобнее было. И провязала подошву, перешла, закончила пяткой, сделала обвязку. Просто, быстро. Как я считаю, ну, немножечко время займет этот вот узор. Ну, я вот самое простое, что можно, подобрала. Сейчас вам покажу схему, по которой я буду вязать. Значит, сначала сейчас отвяжем 2 половины. Для этого боковая часть. Вот, начинаем вязать боковую часть. Я наберу 22 петли. Если у вас пряжа толще, 22 петли пройдет на размер 36, 37, 38. Это я по своему метражу говорю. 240-250 метров. Если пряжа толще, наберите тогда 20 петель боковую часть. Вот так вот. Так, и все буду вязать лицевыми петлями. Провяжу сейчас обычным способом. Набираю 22 петли и вяжу все лицевыми петлями. Значит, длина у меня будет... По изнаночным дорожкам я считаю, одна изнаночная дорожка — это 2 лицевых ряда. 2 ряда лицевыми петлями, то есть это будет одна изнаночная дорожка. У меня вот до разъема 21 изнаночная дорожка, 21. Если больше размер, значит, на 21 на 36-37 до 38 подойдет. Больше размер провяжем 23 на 39. Ну и больше размер еще по пару рядов будем добавлять. Опять же, отвяжу, замерю, чтобы более-менее было понятно в сантиметрах. Значит, сейчас набираю 22 петли и вяжу лицевыми петлями полных 21 ряд.
полных. Так, здесь ниточку завяжем. Первую, нет, давайте первую провяжем. Первую провяжем. Все, продолжаю вязать лицевыми петлями. И по лицевой, и по изнаночной стороне вяжем лицевыми петлями. Сильно петли не вытягивайте, чтобы вязание было ровненькое, не растянутое. Далее провязала высоту. 21 ряд полный я провязала. Пришла вот новый ряд, провязала. Ширину у меня сразу замеряю. Эта деталь получилась почти 7,5, да? И длина 8,5 ориентировочно. Теперь далее точно так же провязываем вторую деталь. Вот две детали у нас, две боковых стороны получилось. Одинаковое количество рядов. Теперь эти две детали нам нужно соединить. И далее перейдем к мыску. Значит, у меня всего ширина будет 48 петель. 22 здесь, 22 здесь, значит 4 петли мне нужно набрать вот здесь посередине для разъема. Если размер большой, 39, например, 40, 50 петель пусть будет. Опять же, от плотности вашей пряжи, смотря какой пряжи вы вяжете. Я по своему метражу вам рассказываю, ориентируюсь на это. Значит, сейчас я набираю 4 петли. Вот здесь вот на этой спице провязала правую сторону. 1, 2, 3, 4 набрала. Теперь провязываем следующую половину. Вот эту вот нитку закрепим, потом подвяжем. Здесь вот так вот плотненько. И сразу тут вот нить подтянуть и завязать. Я один раз завязываю, чтобы не было толстого узла. Эту нить сейчас вот так вот буду перебрасывать. Все, оставшиеся петли, вторую половину, у меня 22 петли, провязываю все лицевыми теперь. Так, я вот эту вот ниточку подтягиваю, потом ее разъединим и спрячем, подвяжем, закрепим. Так, и теперь провязываем все петли до конца лицевыми. Довязали ряд до конца, кромочную я провязываю изнаночной. Надо на более большие спицы подлиннее перейти сейчас. Теперь перешли на лицевую сторону. Далее продолжаем вязать все лицевыми петлями. У меня 48 петель на спице. Так, провязываем теперь полностью все опять лицевыми. Так я провяжу 14 рядов лицевой, изнаночной, то есть лицевая, изнаночная стороны. И потом перейду к узору. Значит, вяжем сейчас лицевыми. Так, вот в середине набранной петли тоже аккуратненько, не растягивая, провязываем лицевыми. Все провязали. И точно так же завязываем вторую половину полностью. Весь ряд провяжем лицевыми петлями. Кромочную провязываю изнаночной. Довязываем ряд до конца. Перешли на лицевую сторону. Далее продолжаем вязать лицевыми. Провяжем сейчас, значит, вот от начала по изнаночным дорожкам у меня будет 7 изнаночных дорожек, то есть 14 рядов. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. По 2 раза повторяю, но так нужно. Не сразу все могут услышать. Значит, сейчас провяжу я 14 рядов и перейдем к узору. Вот. Ну, кто хочет сильно повыше, можно и раньше закончить, но я думаю, этого делать не нужно, как раз вот так вот он расположился. Значит, провязываем. Провязала я 7 изнаночных дорожек. Теперь перехожу к узору. Значит, давайте ширина. Ширина у меня получилась, ну, почти 15,5 сантиметров.
Еще раз повторю, у меня 36-37 до 38 размера по моим расчетам. Если размер больше, или берем пряжу чуть потолще, или же по ширине добавляем вот по полотну, по мысу еще пару петель и регулируем длину. Теперь далее перехожу к схеме, немножечко расскажу вам по схеме, как я буду вязать дальше. Значит, у меня нарисовала вот как смогла схему. У меня две веточки смотрят, одна вправо, одна будет влево смотреть. И немножко они сдвинуты, не по центру она идет, а немножко вот в боковую сторону сдвинута. Если узор начать на несколько петель раньше вязать, она у нас будет посередине. У меня получается в зеркальном отражении я вязала. Можно этого не делать, просто начать вязание раньше, и она будет посередине. Такого правила нет, чтобы оба тапка были в зеркальном отражении. Смотрите, значит, вот сейчас первый ряд узора. Я начну, провяжу 17 петель, и начнется у меня узор. Зеленым цветом это у меня лицевые петли будут и по лицевой стороне, и по изнаночной стороне, то есть платочная вязка. Желтые кружочки желтым цветом я обозначила, это я буду вывязывать узелки. Значит, сейчас я этот узор провяжу. Опять же, смотрите, вот схему перевернули, и веточка смотрит в другом направлении. Так как я вяжу сверху вниз, поэтому она получается у нас перевернута вверх ногами. То есть так, вот так вот схему также располагаю на канале сообщества, записи. Сразу это в шапке профиля можно посмотреть. Там у меня фотографии, и следом в карусели идут схемы. Вот так вот я ее составила. Еще сразу скажу, кто будет спрашивать, можно ли это все провязать спицами. Я попробовала все провязать платочной вязкой, но сильно растянуто получилось, мне не очень понравилось, поэтому я сделала узелки. И, соответственно, вот под свой узор я вот так вот рассчитала схему, подогнала, чтобы она более-менее соответствовала веточке. Так, переходим к вязанию. Сейчас 17 петель провязываем лицевыми, и начинается зеленый цвет. Первый ряд узора, 17 петель провязала основным цветом, лицевыми петлями. Далее зеленый цвет. Я вот один конец вот так вот оставляю. Пойдет он у меня на правую сторону, а вторая половина на левую. Провязываю 1 петля зеленым. Провязали. Зеленый цвет, еще раз повторю, и по лицевой, и по изнаночной стороне я буду провязывать лицевыми петлями. Далее 2 петли вяжем основным цветом, платочной вязкой лицевыми. Нити перебросила. 2 петли основным провязали. Далее 1 петля желтым цветом. Я буду провязывать узелок. Желтый цвет то же самое делаю. Вот среднюю посередине беру нить. У меня на канале есть короткое видео, шорсы там. И там я показываю вот этот вот узор розовый. Там у меня такие цветочки. Можно там посмотреть. И вот уже так, узелок провязываем 1 петлю лицевой. Далее 1 петлю вытаскиваю между петлями, ввела спицу, вытащила 2 петли. Теперь эти 2 петли провязываю вместе. Спицы упираются в стол, не очень удобно мне. 2 петли провязываю вместе желтым цветом. И теперь вот эту вот петлю белую протянем через желтую. Протянем или просто вот так перекинем. Получился вот узелок у нас такой. Теперь эту белую петлю провязываю нитью основного цвета. Все, готово. Далее оставшиеся все петли до конца ряда должно быть 27 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Провязываем основным цветом.
Все, довязываем ряд до конца, все лицевыми петлями. Кромочную провязываем изнаночной. Я провязываю изнаночной. Это у нас первый ряд узора. Довязываем основным цветом. Перешли на изнаночную сторону. Значит, изнаночная сторона у нас вяжется по узору. Все лицевыми петлями. Здесь изменений нету. Узор у нас будет формироваться только по лицевой стороне. Поэтому я пару рядов по изнанке с вами пройдусь. Далее я изнаночную сторону показывать не буду. Только показываю ряды, где меняется узор, то есть по лицевой стороне. Первый ряд мы по лицевой стороне сейчас провязали. По изнанке вяжем по узору. Без изменений, значит. Провязали вот основной цвет все лицевыми петлями. Теперь далее у нас одна петля идет зеленая. Мы ее также провязываем лицевой петлей. Так, вот зеленый цвет у нас. Теперь здесь я вот одну желтую нить переброшу. Закрепим. Сейчас у нас следующий ряд. Подвинем немножечко этот желтый цвет. Одну провязали лицевой зеленым. Потом это все подтягиваем. Далее опять нити перебросила. И продолжаем до конца. Довязываем ряд основным цветом. Лицевая сторона, второй ряд узора, первые 15 петель я провязываю основным цветом. Первую снимаю, я считаю вместе с кромочной. Первую сняла, провязываю 1, 2, 3, 4, так провяжу 15 петель. Провязала 15 петель основным цветом. Далее зеленый цвет, одна петля зеленым цветом. Здесь зеленый цвет перебросила. Одну провязываем зеленым, лицевой. Провязали. Далее один желтый узелок у нас идет. Желтый цвет подняли. Провязываем точно так же, как мы вязали в самом начале. Одну петлю провязала желтым. Далее следующую петлю, спицу ввела, между петлями вытащила еще одну петлю. Теперь эти две желтых петли я провязываю вместе. Со спицы сбросила. Теперь протяну вот белую петельку через желтую. Протянули. И провязываем эту белую петлю, протянутую основным цветом. Провязали все. Теперь эту ниточку можно вот так вот перебросить, закрепить. Далее следующая петля зеленым цветом. Вот у меня одна нить пошла в эту сторону, а одна нить идет в эту сторону. Что у меня аж руки дрожать стали от напряжения. Провязываем одну зеленым лицевой. Провязали. Далее одна петля основным цветом. Провязали. Одна желтым, один узелок желтым. Опять провязываем узелок. Так, сделали один желтый узелок, провязала белым цветом его. Далее одна петля провязываем основным цветом. И опять один желтый узелок у нас. Опять желтым провязываем. Раз петлю провязали, вторую между петлями вытащили. Я вяжу плотно, поэтому вот медленно здесь у меня так идет. Две петли желтых провязали вместе. И протянули белую петлю через желтую. И опять ее провязали основным цветом.
Далее 1 петля основным цветом. Одна петля зеленым. Все. Далее оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Все лицевыми. Провязываем. Это у нас второй ряд узора. Довязываем ряд до конца. Перешли на изнаночную сторону. Изнаночную сторону. Заканчиваем второй ряд по изнанке. Мы провязываем все по узору без изменений. Все лицевыми петлями. Провязали вот основным цветом. Далее у нас идет зеленый цвет. Провязала. Далее опять основной цвет. Здесь получилась немножко длинная протяжка. Сейчас я, когда буду вязать лицевую сторону, я ее подхвачу вот так вот. Так, еще раз вот немножко пройдусь. Провязываем все лицевыми. Здесь у нас ничего не меняется. Провязали белым цветом. Теперь здесь можно второй раз не тянуть эту зеленую нить, а вот эту вот провязать, ничего страшного. Так, далее опять продолжаю вязать по узору. Одна белая, одна зеленая. Провязали. Все, нити перебрасываем и довязываем ряд до конца основным цветом. Закончим изнаночную сторону. Перешли на лицевую сторону, третий ряд узора. Первые 16 петель я провязываю основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Провязали. Одна зеленая. Нет, не одна. 3 петли зеленым. Нити перебросили. 3 петли лицевых зеленым цветом. Одна основным цветом. Одна желтый узелок. Вот здесь вот так вот я провяжу, подхвачу эту протяжку. Далее одна желтым. Опять провязываем, как я вязала в начале, точно так же провязываем один желтый узелок. Одну петлю провязали, одну петлю спицу ввели между петлями, вытащили. Далее этих 2 желтых петли мы провязываем вместе, перебрасываем через белую петлю, протягиваем и опять провязываем петлю основным цветом. Провязали желтым, закончили. Теперь далее одна петля основным цветом, провязала, и одна зеленым. Провязали все. Оставшиеся все петли до конца ряда провязываю основным цветом лицевыми. Довязываем ряд до конца. Это у меня третий ряд. Перешли на изнаночную сторону. Изнаночную сторону мы провязываем по узору без изменений. Те нити, которые остались внизу, вот так вот можно их поднимать, перебрасывать. Все, провязываем все лицевыми петлями, заканчиваем изнанку, переходим на лицевую сторону. Лицевая сторона, 4-й ряд узора. Первые 14 петель провязываем основным цветом. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 провязали. Провязали 14 петель. Далее одна петля желтым цветом. Узелок вывязываем желтым цветом. Вот у нас желтый цвет. Подтянули его немножко. Провязываем узелок желтым цветом.
Провязали один узелок желтым, далее 1 петля зеленым, провязываем 1 зеленую лицевой, 2 петли основным цветом, далее опять у нас желтый узелок идет один, 1 желтым провязываем, вывязываем узелок желтым, раз вытянули, второй раз вытянули, 2 вместе провязали, перебросили через какой тут у нас получается зеленый цвет, протянули и провязали основным цветом. Далее 1 петля зеленым, вот ты лошадь, а не кошка, 1 петля зеленым, 1 основным цветом, 1 зеленым. Все, закончили в этом ряду. Далее оставшиеся все петли до конца ряда довязываем основным цветом. Это у нас какой? 4-й ряд узора. Все, заканчиваем, довязываем все основным цветом и по изнаночной стороне вернемся, все по узору провяжем. Изнанка у нас без изменений. Вяжем все лицевыми. Перешли на лицевую сторону. 5-й ряд узора. Первые 20 петель я провязала основным цветом лицевыми. Далее 2 петли зеленым цветом лицевыми. Одна петля основным цветом провязали. Одна петля желтым, желтый узелок провязываем. Желтый узелок провязали. Далее 1 основным цветом провязали и 1 зеленая. Все, это у нас 5-й ряд. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем все лицевыми основным цветом. И по изнаночной стороне возвращаемся по узору. Изнанка у нас без изменений. Довязываем ряд до конца и по изнанке возвращаемся в начало ряда. Перешли на лицевую сторону. 6-й ряд узора. 19 петель провязываю основным цветом. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 1 петля желтым цветом провязываем желтый узелок. Провязываем желтый узелок. Провязали. Далее 4 петли основным цветом провязываем. 1, 2, 3, 4 основным. И 1 петля зеленым. Провязали. Оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Все провязываем лицевыми и по изнаночной стороне возвращаемся по узору все лицевыми петлями без изменений. Это у нас 6-й ряд. Еще раз повторю, провязываем. Перешли на лицевую сторону. 7-й ряд узора. Первые 20 петель провязываем лицевыми петлями основным цветом. Далее 2 петли зеленым. 1 желтым узелок провязываем. Так, провязали. Вторую петлю вытаскиваем. Теперь 2 вместе
Провязываем желтым. Набрасываем на белую петлю. И опять провязываем. Провязываем основным цветом. Провязали. Далее 1 петля зеленым. 1 основным цветом. И опять 1 желтый узелок у нас идет. Провязываем узелок. Провязали желтый узелок. Далее все оставшиеся петли до конца ряда мы провязываем основным цветом. Лицевыми это у нас 7 ряд. Довязываем ряд до конца. Ниточки здесь подтянули. И по изнаночной стороне возвращаемся все по узору. Перешли на лицевую сторону. 8 ряд узора. Первые 24 петли я провязала основным цветом. Далее 1 петля будет зеленым. И все оставшиеся петли до конца ряда основным цветом. Это уже у нас финиш, конец. Так, 24 провязала основным. 1 зеленым. Все, оставшиеся петли довязываем до конца основным цветом. И по изнаночной стороне возвращаемся по узору. Довязываем по изнанке. Возвращаемся в начало ряда. Лицевая сторона, 9 ряд узора вяжем точно так же, как предыдущий 8 ряд. 24 петли провязала основным цветом, 1 петля зеленым и оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. И возвращаемся по изнаночной стороне все лицевыми петлями. Значит, провязываем. И еще у нас будет 1 ряд последний. В каждом ряду здесь у нас по 1 петле в конце. Так, довязываем все лицевыми, по изнанке возвращаемся. И последний ряд, 10 ряд узора. Первые 23 петли провязали основным цветом. Далее 1 петля зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. По изнанке вернулись. И на этом будет все. Узор закончен. 1 зеленым провязали. Оставшиеся довязываем все основным цветом. И возвращаемся. Так, 10 рядов узора провязали. Значит, сейчас по изнаночной стороне вернемся, что у нас здесь получается. Вот такая вот веточка получается, да? Ну, в принципе, особой разницы нету. Можно и не переворачивая было бы вязать. Сейчас, когда все обвяжется, соберется до кучи, будет более понятно. Значит, сейчас что мы сделаем? По изнанке вернемся. Далее, после этого я провяжу еще 2 изнаночных дорожки. Это будет 4 ряда. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. После узора провяжем еще 4 ряда лицевыми петлями. И встретимся. Провязала 4 ряда лицевыми петлями. Далее я буду перейду к убавкам, буду убавлять мыс. Заднюю изнаночную сторону. Зачистим все хвостики. Я вот их тут мало, всего 4 ниточки. Смотрите, протянем вот этот вот хвостик под петелькой. Потом я разъединяю его, чтобы не был сильно толстым. И завязываю. Еще раз можно протянуть. Завяжу и опять вот эти вот образовавшийся хвостик спрячу. Все, вверх-вниз под петлями. Только так аккуратненько, чтобы не просвечивала на лицевой стороне. Еще раз. Все, и так оставшиеся концы попрячем, позачищаем. Ничего, оно не вылазит, все сидит плотно. Теперь
Далее, что я сделаю? Значит, я разделю сейчас вязание, смотрите. У меня 48 петель, как я разделила. 11 петель. Далее отделила маркером, или вот у меня такие резинки. 1 петля, маркер. Средние 24 петли, маркер. Опять 1 петля, маркер и 11. Это я сделала из своего расчета 48. Если было 50 петель, допустим, вы набирали на большой размер, оставим здесь тогда по 12. По 12. Теперь, далее я сейчас буду делать убавки в каждом лицевом ряду. В каждом ряду у меня получится 4 убавки. Значит, вот перед маркером здесь 1 убавка. Далее 1 петлю мы провязываем. Все вяжем платочной вязкой. 1 провязываем лицевой. Опять 1 убавка. Провязали средние петли. Опять 1 убавка. 1 лицевая. Опять 1 убавка. Вот убавляются вот эти вот петли. 1, 2, 3, 4. В каждом лицевом ряду по 4 петли убавляется. Буду я убавлять. В итоге у меня останется в центре 8 петель. Вот эти вот по 1 петле. Так у нас и остается. И по бокам у меня останется по 3 петли. 8, 9, 10, 16 петель всего останется. Если набирали 50 петель, останется здесь по 4 петли, будет 18 петель в итоге останется. Вот так вот я сделала. Теперь все, идем убавляем. Убавляем в лицевых рядах, изнаночные ряды, вяжем без изменений по узору все лицевыми петлями. Так, здесь у нас 11 петель. Сейчас провязываем лицевыми. И вот получается 10 и 11 мы провязываем вместе. Вяжем первую, снимаем, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот 10 и 11 2 вместе провязали, то есть 1 убавили. Далее маркер этот перебросили. Между убавками 1 петлю мы провязываем лицевой. Провязали, опять маркер этот вот перебросили. Середина у нас. Первые 2 петли провязываем вместе, 1 убавили. Теперь далее провязываем все лицевыми. И вот перед маркером 2 петли убавим. Сейчас свяжем вот эти вот оставшиеся петли лицевыми. Так, провязала. Осталось 2 петли у меня перед маркером. Провязываю их вместе. Убавили. Значит, посередине у нас было 24, теперь осталось 22. Маркер перебросили. Между убавками 1 петлю мы провязываем. Опять перебросили. И боковая сторона 2 петли провязываем вместе. Убавили 1, 2. Довязываем ряд до конца. 3, 4, 5, 6. Осталось 4 петли. Провязываем. 7, 8, 9, 10. Теперь перешли на изнаночную сторону. Здесь без изменений. Маркеры не теряем, потому что, чтобы потом не запутаться, все у нас лицевыми петлями немножечко сливается полотно, поэтому маркеры нужно поставить. Значит, провязываем полностью весь ряд лицевыми. Вяжем до конца ряда. Завязали изнаночную сторону, перешли на лицевую сторону. Следующий ряд. Далее все вяжем точно так же, как мы вязали вот самый первый ряд. Повторяем, делаем убавки в лицевых рядах, провязываем все лицевыми петлями. Теперь вот довязываем, не довязывая, то есть 2 петли до маркера, мы их убавляем, провязываем вместе. Первую сняла, я считаю вместе с кромочными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь 9, 10. 9, 10 мы провязываем 2 петли вместе. Убавили. Сильно петли не растягивайте. Маркер перебросила. Между убавками у нас 1 петля, платочная вязка лицевая. Опять перебросили. Средняя часть в начале и в конце
убавляем точно так же, как в первом ряду, по одной петле. То есть 2 петли провязали вместе. Довязываем до маркера, то есть не довязывая 2 петель, провязываем все лицевыми, не довязывая 2 петель, сделаем убавку. Так, осталось 2 петли перед маркером, провязываю эти 2 петли вместе, подтянули, перебросила маркер, теперь между убавками 1 петля, провязали ее, опять перебросили резинку, далее 2 петли вместе опять, одну, то есть убавили, и оставшиеся петли, боковая часть у нас, да, провязываем все лицевыми, кромочную провязываю изнаночной, все, по изнаночной стороне все петли без изменений вяжем просто лицевыми, а по лицевой стороне делаем убавки. В каждом ряду, получается, мы убавляем 4 петли. Значит, сейчас далее вяжем самостоятельно, убавляем петли по лицевой стороне. Я убавлю, у меня останется 16 петель, к вам вернусь и далее перейдем вязать подошву. Перешли на изнаночную сторону. Здесь без изменений все лицевыми. И по лицевой стороне убавляем петли на мыс. Так, вяжем, убавляем мысок. Закончили убавлять петли по мысу. Вот такие вот убавки получились. Теперь далее, что мы будем делать? После того, как сделала последнюю убавку, я вернулась по изнаночной стороне, перешли на лицевую сторону. Теперь провязала сейчас все петли. У меня 16 петель в остатке. Далее я буду набирать петли по боковой стороне. Наберу здесь петли, потом вернусь, по этой стороне наберу и перейду к подошве. Значит, что я хотела сделать? Замерить высоту мыса. 11 сантиметров у меня высота. И высоту, количество рядов по изнаночным вот дорожкам, если посчитать, 27 вот таких вот изнаночных дорожек у меня вот до разъема. От разъема и до мыса 27 у меня. Так, далее я перешла на круговые спицы. Теперь с боковой стороны. Здесь вот немножечко неудобно спицы, поэтому я крючком захватываем петли и набираем петли. Боковая сторона до верха у меня будет 48 петель. 21 ряд у меня был боковая сторона и 27 вот по мысу. 48 петель я сейчас наберу. Так, набираем петли. Набрала по боковой стороне петли. Далее я наберу по пятке по боковой части петли. Так потом просто удобнее будет вязать. Значит, здесь у меня вышло 21 петля по этой боковой стороне. Сейчас набираю по пятке петли и обратно провяжу по изнаночной стороне, вернусь все петли лицевыми. Так, набираем здесь петли. Так, набрала я здесь петли и теперь развернулись на изнаночную сторону. Все вот эти вот набранные петли и петли вот по мысу у нас оставались 16 петель у меня. Все провяжем до конца лицевыми, а потом перейдем на вторую сторону провязывать. Первую снимаю и оставшиеся все петли провязываю лицевыми, вяжем. Провязали по изнанке все петли. Теперь перешли вот в начало. Наберем сейчас петли по этой стороне, провяжем. Точно так же, такое же количество петель. И по боковой стороне, и по пятке также провяжу. И потом перейду уже на подошву. Теперь, значит, у меня здесь изнаночные получились по лицевой стороне. Точно так же нам нужно сделать
на этой стороне. Для этого я сейчас сразу все петли поднимать не буду, потому что они у меня на спице просто не вместятся. Вот смотрите, понемножку буду поднимать и провязывать. Поднимаю вот дужки. Нет, наверное, не так. Вот так вот дужки поднимаю. Вот так вот подняла. Подняли дужки. Теперь по изнаночной стороне провязываем лицевыми. Поднимаем одну дужку и провязываем лицевой петлей. И получится у нас обе стороны одинаковые. Изнаночные петли по лицевой стороне будут. Вот так вот. Плотно, плотненько вяжем. Здесь плотно не вытягиваем сильно петли, чтобы не было растянуто. И далее опять можно по несколько сразу поднять. Можно вот по одной поднимать и сразу провязывать. Это кому как удобно. Поднять, провязать. Или сразу несколько петель поднять, провязать. Значит, сейчас довяжем до конца и наберем на боковой стороне. Что у нас здесь получается? Изнаночная дорожка. Здесь у нас изнаночная, и здесь у нас изнаночная. Все совпадает. Так, наберем петли, довяжем до конца. Набрали петли, провязали. Теперь набираем по пятке такое же количество петель, как было на этой стороне. У меня было 21 вышла. Значит, наберем по пятке и вернемся. Здесь провяжем изнаночными. Да что такое, застрял у меня крючок, ну. По одной петле. Здесь у меня плотное начало, поэтому спицей тяжело пролазить. Набрали по боковой стороне. Провязываем все петли эти изнаночными. 21 петля у меня. Провязываю изнаночную. Первую сняла. Оставшиеся все провязываю. Вяжем до конца. Так, провязала все изнаночными. Далее перехожу к подошве. Теперь я здесь для себя вешаю маркеры в самых необходимых местах, чтобы при необходимости, если нужно будет пересчитать петли, так проще будет. Теперь далее подошву. Сейчас петли до начала подошвы провяжу все лицевыми. Подошва у меня будет на средних 10 петлях, я начну вязать. Так, провязываю все петли лицевыми. Подтянула. И вяжу до начала подошвы. Средние 10 петель, еще раз повторю. Провязываем. Так, довязала я вот до середины, до начала подошвы. То есть теперь 10 петель средние провязываю лицевыми. Подошву я также буду вязать всю платочной вязкой лицевыми петлями. Значит, у меня будет 10 петель. Сейчас я добавлю еще по одной петле. Всего у меня будет 12 петель на подошву. Вы ориентируйтесь по своему размеру. Большой размер можно и до 14 расширить. 36 можно оставить 10 петель. Я взяла среднее 12. Опять же, от плотности пряжи зависит. Так, сейчас провязываю эти 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Теперь развернулась на изнаночную сторону.
Опять провязываю 10 петель и одну петлю добавлю с боковой спицы. Будет 11. И потом еще одну добавлю по лицевой стороне. Первую снимаю. Провязываем. Так, провязала, одну добавила, лицевой петлей провязала, подтянула, развернулись на лицевую сторону, опять первую петлю снимаю, подтянула здесь, провязываю все до конца лицевыми и одну еще петлю добавлю. А далее буду вязать и соединять кромочные петли, провязывая по 2 вместе по методу пятки. По 2 вместе закрывать, все, до самого конца. Так что у нас здесь 2, 4, 6, 8, 10, 11. И вот она у меня 12-я. Все. Подтянули. Теперь вяжем и закрываем далее боковые петли. Значит, опять первую сняла, провязываю до последней петли, все лицевыми, и последнюю петлю буду соединять с петлей с боковой спицы. Так, довязали. Последняя петля, петля с боковой спицы. Я сегодня буду провязывать 2 вместе изнаночной петлей. И на лицевой стороне будет такая вот косичка. Или же можно провязывать, чтобы по лицевой стороне была как изнаночная, тогда 2 вместе провязываем лицевой петлей. И будет как изнаночная. 2 варианта закрытия. Можно и таким, и таким. Так, последняя петля и петля с боковой спицы 2 вместе провязала изнаночной. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаем, провязываем все оставшиеся петли и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываем лицевой петлей, соединяем по лицевой стороне, да? Так, провязали. Последняя петля у нас на спице и петля с боковой спицы. 2 вместе провязали лицевой. Все, соединили. Опять развернулись на изнаночную сторону. Все петли до конца провязываем лицевыми. Довязали до последней петли. Последняя петля и петля с боковой спицы. Это у нас изнаночная сторона. 2 вместе я соединяю изнаночной петлей. Подтянули. Развернулись на лицевую сторону. Все, смотрите. Начинают соединяться у нас бока. Опять первую сняла, провязываем до конца и последнюю петлю соединяю лицевой петлей по лицевой стороне. Значит, сейчас без изменений вот на 12 петлях я буду вязать, соединю все петли вот до конца, до самой пятки, до последней петли, в общем. Так, вяжем сейчас, соединяем петли, довяжем до конца, я к вам вернусь. Так, последняя вот петля. Петля с боковой спицы, опять закрыли, соединили. Так, соединили, все, разворачиваемся. Первую опять снимаем, нить перевели и продолжаем вязать все лицевыми петлями и боковые петли соединяем. Так, показала. В итоге у нас вот получится, смотрите, вот такие вот уголки вот здесь вырисовываются. Так что все аккуратненько, все ровненько. Вот такой вот переход будет. Так, девочки, заканчиваем подушку, вяжем, я вернусь. Закрыли петли по подушке, перешли на пятку. Таким же методом закрываем, соединяем боковые петли по пятке. Теперь далее, вот в конце у меня здесь осталось по 4 петли.
я убавлю по одной петле, и останется у меня 10 петель по пятке. Было у меня 12, останется 10. Так, кромочную сняла, следующую провязала и 2 вместе. Одну убавила и убавлю в конце ряда одну петлю, немножечко кверху заузить. Так, 4 петли осталось, 2 провязала вместе, предпоследняя лицевая, и кромочную мы соединяем с петлей с боковой спицы. Все. Далее продолжаю вязать все платочной вязкой, довязываю до конца. В конце закроем петли обычным способом. Довязали до последней петли. Все, теперь опять у нас лицевая сторона, по 2 петли вместе, закрываем последний ряд. Сильно туго не затягивайте здесь. 2 петли провязали, 2 петли провязали, и так до конца. Так, все, закончила. Закрыли петли, подтянули все. Вот такой вот следок у нас получился. Это можно положить под пресс или под мокрое полотенце, и все хорошенько разровняется. Стол трясу. Теперь сейчас далее что мы делаем? На спице номер 2,5, на 4 спицы по всему верху я наберу сейчас петли и сделаем вот такую вот обвязку. 2 вот таких вот калачика. Сначала наберем белым цветом, основным, то есть цветом. Провяжу 11 рядов в высоту лицевыми петлями по кругу, закрою. Далее наберу желтым контрастным и провяжу 15 рядов в высоту. И тоже закрою. И вот они получились у меня одинаковые. Так. Первая на спице. Теперь набираем, значит, белым цветом мы будем набирать, подхватывать вот первую дужку, петельку. Первая дужка, вот косичка у нас проходит, первый калачик вяжем, подхватываем, набираем петли за первую дужку, а второй, когда мы будем желтым цветом вязать, мы будем вот за вторую, за заднюю набирать. Так, теперь первая на спице, где здесь следующая петля, вот она, подняли одну, все, подхватили, набрали. У меня будет 60 петель. Так, крючок ввела, набрала. Можно, наверное, это делать и спицей, кому удобно, вот подхватывать, вот так вот сразу набирать. Можно, да, я просто настолько привыкла крючком набирать, что вот так вот набираем петли. Значит, наберем все петли. Вот здесь, что у нас здесь 4 петли. Здесь также у нас проходит косичка, смотрите. Точно так же вот она косичка. За одну дужку наберем, а желтым цветом мы будем за вторую дужку набирать. Так, значит, набираем петли и по кругу провязываем все лицевыми петлями. У меня будет 11 рядов. Спицы номер 2,5. Также в этот раз я вязала все на одних спицах, не меняла. Провязала я высоту 11 рядов, закрываю петли. В сантиметрах это у меня вот 3,5 сантиметра, чуть-чуть больше. По 2 петли вместе закрываю. Так, закрыла. Теперь последнюю петлю. Сейчас надо вот закрепить ее. Ввела крючок под первую дужку и соединяю.
Петли соединили. Так, теперь хвостик протянем, потом, когда отвяжем второй калачик, потом мы это закрепим. Так, выведу сейчас наружу. Смотрите, вот так вот потом можно вот этот вот хвостик протянуть на вот эту вот сторону. Да, можно да и сразу вот сделать. Просто я сейчас буду набирать петли и вот и прикрепить, чтобы он не отворачивался весь. Вытянули нитку и здесь уже ниточку прикрепить, завязать. Теперь далее желтый цвет беру, прикрепляем здесь желтый цвет, подвязываем и будем набирать желтым. Так, прикрепила желтый цвет. Теперь смотрите, вот так вот можно перегнуть. И вот она, вторая дужка. На белом, наверное, плохо видно. Мы набирали за первую, а вот вторые, вот они остались, все вторые дужки из цепочки. Вот петельки остались. И теперь эти петельки поднимаем. Вот так вот. Вот она проходит. Точно такое же количество петель. У меня было 60. И сейчас петля в петлю. Ой, так неудобно. Подняла. Набрала. Опять подняла петлю. Набрала. И так по одной наберем на 4 спицы петли. И опять по кругу вяжем лицевыми рядами. Но в этот раз желтым цветом я провяжу 15 рядов. Провязали 15 рядов. И все то же самое делаем. Закрываем петли. Все, на этом закончено. Такой верх получился. Плотная обвязка, получается, хорошо держит следок. Вот эти вот два рулика. Так, теперь закрываю петли. Значит, одну петельку провяжу. И далее по 2 петли вместе закрываю. Сильно туго не затягивайте. По 2 петли закроем. И хвостики попрячем. Соединим все петли. И на этом сегодня будет все. Сейчас вот так у нас скатается эта колбаска. Вот такая вот. Вот так вот будет. Вот что у меня осталось. 100 грамм было основной пряжи. Так что на 40 размер мотка вполне достаточно. Все, девочки, я на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотры, за оставленные комментарии. Всем мира и добра. Пока-пока, до новых встреч.